Задачи на движение протяженных тел. О чем это вообще? Да вот есть такие объекты, длинами которых при всем желании трудно пренебречь. Вот вам пример. Поезд и первая задача, связанная с ним. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 80 км в час, проезжает мимо придорожного столба за 36 секунд. Найдите длину поезда в метрах. Так, отлично, поезд уже есть, столб тоже появился, а это новое положение поезда. Сейчас я его зарисую. Что же оно означает? Оно просто иллюстрирует понятие «проезжает». Это означает, что сначала поравнялся машинист со столбом, и вплоть пока хвостовой вагон не преодолеет столб, это все будет «проезжает». В общем, поезд преодолевает собственную длину, которую нужно найти. Мы для этого как раз знаем время, я его перевел в часы для удобства, а также знаем скорость. Вот и все. Ответ 800 метров. Следующая задача. По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу следуют скорые и товарные поезда, скорости которых равны 70 км в час и 50 км в час. Длина товарного поезда равна 600 метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо товарного поезда, равно 30 секундам. Ответ дайте в метрах. По поводу слова «прошел» в этой задаче. Был такой момент, когда один машинист помахал рукой другому машинисту, а потом хвостовой вагон одного поезда миновал хвостовой вагон другого поезда. И все это здесь называется «прошел». Причешем единицы измерения и запишем простое уравнение. Длину товарного поезда мы знали – 0,6 км. Длину скорого поезда мы очень хотим найти, пусть будет x. Так вот, сумма этих длин равна произведению относительной скорости на время, за которое поезда прошли мимо друг дружки. Ответ 400 метров. Ну что, для полноты картины осталось решить задачу эпопею. Не пугайтесь большого условия, лучше вчитайтесь в него повнимательней, попробуйте решить задачу самостоятельно. Ну а для тех, кто смотрит это видео залпом, кстати, зачем вы так делаете, я кратко изложу условия. Здесь параллельными курсами плывут два корабля, и сначала один отстает от другого, а затем через 12 минут наоборот его опережает. В условии озвучены всяческие длины, в том числе длины кораблей. Найти же нужно относительную скорость. Давайте разберемся, как это можно сделать. Для этого сначала ясно себе представим ситуацию. Здесь движение по прямой, вдогонку. И я всегда себе представляю, как будто бы медленный корабль стоит на месте, а быстрый в течение 12 минут его опережает. Быстрый — это у меня розовый, а оранжевый вон контейнерами загружен, плывет медленно. Указаны длины. Здесь также стоит четко понимать, что такое нос корабля и что такое корма. Я их сейчас подписал. Через несколько секунд розовый корабль вырвется вперед. Будут обозначены все длины. И самый главный вопрос в этой задаче, пожалуй, то, какое расстояние было пройдено с относительной скоростью. За 12 минут, ясное дело. Добрый совет на этот случай. Возьмите конкретную точку на быстром кораблике и проследите, где она оказалась через 12 минут. Например, нос корабля. И вы увидите, что собственную длину розового корабля нужно взять единожды. Получается, что путь, который был пройден с относительной скоростью за 12 минут, то есть за 1/5 часа, составляет 1,2 километра. Отсюда очень легко найти разность скоростей. Получится чуть более 3 узлов в час. Либо 6 км в час, если вам это для бланков.